Салют, чуваки! Меня зовут Don't Sleep With Me. Мы уже не первый раз говорим о том, что последние несколько лет в западной музыке активно развивается андеграундное движение с уникальным, изощренным и порой непонятным звучанием даже для подготовленного слушателя. Сегодняшний объект нашего внимания — объединение Reptilian Club Boys, которое отличалось своим современным взглядом на музыку, продвигало новые стили в массы, включало в себя многообразие ярких людей, обладало одной из самых преданных фан-баз и имело все шансы выйти в мейнстрим. Прежде чем начать ролик, убедительно прошу вас подписаться на канал, так как множество людей смотрит видео без подписки. Не забывайте ставить лайки, это очень помогает мне в продвижении. Пожалуй, повествование стоит начать с виновника данного торжества. Встречайте, Diamonds on My Dick. Он же Blood Mary и Blood Diamonds on My Dick, американский рэпер и продюсер. Жизненный путь артиста начинается 9 июня 1992 года в Ричмонде, штат Вирджиния. При рождении малыша назвали Тайлер Сэмюэл Эрингтон. К сожалению, о детстве Домда ничего не известно, разве что в возрасте 10 лет его под опеку взял дядя. В 2016 году юноша встал на творческий путь под псевдонимом Young Ugly aka Lil 777 вместе со своим объединением Icy Trap Records. Его музыка тех лет строго базировалась на трэпе и клауд-рэпе. Сотрудничество с андеграундным арт-коллективом Wack Fuck Clan стремительно продвинуло его карьеру. Их партнерство включало создание музыкальных клипов на такие песни, как Jinsen, Sniper Boo и Lonely Trap Tears, которые были размещены на популярном YouTube-канале Trill Funk, где публиковались работы Lil Peep, Suicide Boys и многих других. Рэпер быстро получил известность в андеграунде, коллаборируя с такими артистами, как Black Kray, Lil Tracy и Nebar. Интересный факт. Домд является двоюродным братом Black Kray. Тайлер был в близких отношениях с членами Govboy Clique. Для тех, кто не знает, это объединение, в которое входили Lil Peep, Lil Tracy, Cold Heart и другие. Diamonds даже принял участие в совместном туре Lil Peep, Fat Nicka и Smoke Purpo. Почти на самом старте карьеры артист публикует дебютный релиз Lonely Trap Soldier, но уже под псевдонимом Blood Diamonds on My Dick. С уверенностью можно сказать, что это был свежий, стильный и качественный звук для того времени. В этом же году он знакомится с C-Boogie, aka High C, рэпером и продюсером из Нэшвилля, штат Теннесси, и предлагает ему сделать совместную работу, попросив у него несколько битов, что впоследствии приведет к тому, что они с High C создадут коллектив Reptilian Club Boys, который на ранних этапах представлял дуэт двух друзей, а Тайлер сменит свой псевдоним на Diamonds on My Dick. В конечном итоге новое знакомство вылилось в их совместную пластинку Reptilian Shrine и по совместительству неофициальный дебютный релиз Reptilian Club Boys, который вышел 4 сентября 2017 года. Может быть, это не такая уникальная по звучанию работа, как могло бы показаться, если бы она вышла несколькими годами раньше. Тем не менее, эти двое начали создавать отчетливо выраженный лоу-файный клауд-рэп, который можно сравнить с такими стилями, как shoegaze, hypnagogic и surf rock. На проекте отметилась Май, девушка, которая позже стала членом ранее упомянутого объединения. К сожалению, в апреле 2023 года жизнь исполнительницы оборвалась. — 11 июня 2019 года на платформе Bandcamp появится альтернативная версия Reptilian Shrine с иным трек-листом, ускоренными песнями с другими названиями и одной дополнительной композицией Reptilian Ritual. В течение последующих 2 лет в коллективе так и оставалось 2 участника. Выходили локальные хиты, росла фан-база и, очевидно, дела парней шли в гору. Их творчество было похоже на трэп и на то, что Домд делал раньше. Тот звук, за который их полюбили, начал формироваться лишь в 2018 году. In the room, you got all these niggas
Помимо коллективных движений, Тайлер отлично чувствовал себя как одиночный игрок. На сегодняшний день он выпустил 29 сольных релизов. Пожалуй, 17-19 годы самые яркие в его карьере. Тогда вышли такие работы, как King La Magra, All the Smoke, Trapping Out the Portal и другие. Demon thugs trying to go slugs, you can snow love, demon blood, drinking demon blood while I count up. Кристиан Айзея Шоу, более известный как Хай-Си, родился 31 января 1998 года в Нэшвилле, штат Теннесси. В детстве любил смотреть аниме и читать мангу по типу Хельсинг, Ковбой Бибоп, Death Note, Dragon Ball и Наруто. Будучи совсем маленьким, его научили играть на нескольких музыкальных инструментах, правда не уточняется на каких. Он фанател от Лил Уэйна и Лил Бузи и был уверен в том, что свяжет свою жизнь с их ремеслом. В 2011 году в возрасте 13 лет парень решил заняться продюсированием, что у него хорошо получилось. И примерно в это же время он стал локально известен под псевдонимом Chris Farrah. Некоторые его работы до сих пор можно найти на SoundCloud. В 7 классе Кристиан начинает читать рэп, вдохновляясь Кендриком Ламаром, Виз Халифа, Биг Шоном, Джоуи Бадас и коллективом Odd Future. Спустя несколько лет он погрузился в андеграундную музыку по типу Блейда, Тайбой Диджитала, Ян Бра и Блэк Крэя. Коллективно эти артисты воодушевили парня сформировать свой собственный стиль. Его самая ранняя вокальная песня Space Shit вышла 12 лет назад и была сделана совместно с друзьями. Позже наш герой меняет свой псевдоним на Boogie on the Beat и Krista и начинает продюсировать Wi-Fi God, Sick Boy Rari и других участников Guff Money Records. Юноша действительно был по-настоящему self-made артистом, поскольку музыку он создавал полностью сам, начиная от битов и заканчивая сведением. Примером такого творчества можно назвать его дебютный релиз, который вышел 16 декабря 2015 года и получил название Emo Chow Bankroll Posse. До вступления в RCB музыкант выпустил еще одну пластинку Money Fetish Renegade Demon и организовал объединение Cashed Cobras, которое просуществовало всего 1 год. Как я упоминал ранее, в 2016 году Кристиан знакомится с Diamonds on My Dick. С этого момента в его жизни начинается новая эпоха под названием Reptilian Club Boys, в ходе которой он меняет псевдоним на Хай-Си. Примерно в возрасте 18 лет Крис работал в концертном зале, где было очень жарко, из-за чего ему постоянно хотелось спать. В один рабочий день в 7 часов утра парень чувствовал себя плохо после ночной пьянки и просто начал дремать на рабочем месте. Начальник увидел молодого человека в таком состоянии и сказал, что даст ему прозвище Хай-Си, потому что он считал, что Крис был под кайфом. Именно это событие побудило его взять такой псевдоним. Звуковые эффекты, которые вы можете услышать в треках исполнителя, взяты из видеоигр, в которые он играл в детстве. Артист решил, что это поможет его музыке обрести собственную эстетику и стиль. Интересный факт: у Хай-Си клаустрофобия. Однажды Diamonds on My Dick зашел на трансляцию Cartier Году и предложил ему сделать совместную работу. Так, на втором релизе RCB Demons in Tokyo The Movie появился заглавный трек Demons in Tokyo, ставший первой совместной работой Картьера, Домда и Хай-Си. Это событие поспособствует тому, что 17 апреля 2018 года к команде присоединится третий участник — Cartier God.
Марио Энтони Смит. Родился в городе Атенс, штат Джорджия. По неподтвержденной информации, в настоящий момент ему 31 год. Биография Картьера покрыта тайной. Неизвестно почти ничего о его личной жизни, хотя на музыкальной сцене он находится уже почти 20 лет. В ранние годы своей жизни мальчик слушал Outkast, Dipset, Prodigy, The Alchemist, Nas, Snoop Dogg, Dr. Dre, всех, кто делал действительно стоящую музыку в 90-е. Артист вошел в рэп-игру в 2006 году. В период с 2008 по 2010 год он установил связь с адептами Lil B, создавал и поддерживал зоны, где они могли тусоваться и общаться. Да, этот трек был представлен 13 лет назад, и это звучит как гребаный Plug and B. В 2010 году вместе с Young God, Agov и Soulja Boy основал творческое объединение Ocean Gang и выпустил несколько первых ультрасовременных песен с влиятельным звучанием, которое впоследствии стало известно как Cloud Rap. Одиннадцатый год становится знаковым, поскольку Марио выпускает альбом The Block is Wet, на котором присутствует композиция Go Under, сделанная совместно с исполнительницей Big C. Они также включили работу в Ocean Gang Mixtape. Lil B очень понравилась песня, поэтому он предложил сделать ремикс, оставил припев и через 2 года добавил ее в микстейп Pink Flame. Забавный факт. Задолго до появления хэштегов в Twitter, Картьер использовал их в начале названия каждой песни, поэтому считает, что платформа украла его фишку. Первая песня, которую он записал с Soulja Boy, называлась World Around the Ocean и вышла в 2011 году. Самое странное, что Деандре прислал нашему герою текст, Картьер отписал свой куплет, записанный на бит брата, отправил демку и позже получил готовую версию трека. Затем Soulja опубликовал песню как свою собственную под названием Splash. Марио немного разозлился, но все равно был счастлив, потому что Тре получил такой продюсерский кредит. Несмотря на множество инноваций в звучании, сотрудничество с Lil B и Soulja Boy, а также роль, которую Марио сыграл в формировании культурно значимого пространства для интернета и рэп-музыки, большую часть десятых годов он был мало кому известен. И это несмотря на то, что он делал SoundCloud рэп, когда Йету было всего 8 лет. Картьер покрасил свои дреды почти раньше всех рэперов и придумал термин дрип до начала прошлого десятилетия. Его сленг использовали Future, Migos, Famous Dex и многие другие. Как заявил сам автор, я говорил всякие вещи о воде, и это просто стало чем-то особенным. Так что я начал включать водную тематику в свои тексты и повседневные высказывания. Стиль, который он усовершенствовал за последние несколько лет, представляет собой новый психоделический поджанр, не имеющий аналогов и прецедентов. Работа со своим родным братом Tree Beats в качестве продюсерского дуэта Futuristic Ideas помогла объединить многие электронные направления — Vaporwave, UK Bass и Dubstep начала десятых годов. Такой подход к творчеству привлек одаренных новаторов сцены пост-SoundCloud, которые объединились с Марио, чтобы проложить новые пути и возможности в переходный момент для андеграундной музыки. В 2013-м Картьера приглашают в Beach Mob Task Force, секретную группу на Facebook, созданную и управляемую Lil B. Вскоре Марио стал частью независимого звукозаписывающего лейбла Based World. Мужчина познакомился с новым образом жизни и мышления. Концептуальное и творческое интернет-сообщество изменило его как человека. Интересный факт. Ugly God был большим фанатом Картьера и стрельнул с трека Water, где присутствует сленг Марио. В своем роде работа является одой объединению Ocean Gang. После того, как Агли набрал большую популярность, он нигде не упомянул ребят и даже заблокировал их в Twitter. Вместо того, чтобы сдаться, Картьер God просто продолжал совершенствоваться и с каждым новым треком раскрывал иное воплощение таинственного цифрового сутенера, который как будто парил в своих композициях. В 2017 году Картьер знакомится с Блейдом. Парни и ранее знали о существовании друг друга, но никогда не общались. Поэтому, когда Бенджамин предложил сделать совместную работу, Марио согласился. Откровенно говоря, он увидел в музыке товарища себя. Позже коллеги сделали еще 5 совместных композиций. Самыми значимыми являются Let Me Go и Картьер God Ice Dancer Intermission. Последняя попала в трек-лист альбома Ice Dancer, который в настоящее время является самым популярным в карьере Блейда.
Наконец, в жизни Картьера начинается страница под названием Reptilian Club Boys. 26 апреля 2018 года выходит сингл Snake Bite, который стал первой совместной работой трио внутри объединения. А 29 декабря была опубликована первая совместная пластинка Марио и Тайлера под названием Digital Drip. За 2019 год RCB выпустила 5 релизов: Reptilian Cash Up Boys, Pretty Boy, Diary of a Pretty Boy Demon Volume 1, Blood Rainbow The Game и Bloodthirsty. За исключением двух последних, работы получились невзрачные, либо малосодержательные. Blood Rainbow The Game — это совместный проект Diamonds on My Dick и High C, выпущенный 14 января 2019 года, и представляет под собой смесь различных стилей музыки, таких как трэп, синглкор и трилл. Звучание сочетает тяжелые биты и мелодичную гармонию. Каждый трек отличается своим индивидуальным звучанием. В текстах песен артисты освещают темы, связанные с современной культурой, своими личными переживаниями и эмоциями. Релиз был тепло принят аудиторией и считается крайне значимым для объединения. Bloodthirsty, вышедший 9 апреля 2019 года, впервые удостоился брендинга RCB на своей обложке, поэтому его можно считать неофициальным дебютным проектом объединения. Релиз состоит из 7 треков и длится всего 18 минут. Пожалуй, это самая абстрактная работа ребят. Сведение более грязное, а вокал сильнее утоплен в бит, что иногда идет во вред записи, но по большей части получается довольно хорошо, что делает работу психоделической и уникальной. После этого, по-видимому, в Reptilian Club Boys стало приходить много новых участников. Так Cartier God замечает маленького таланта в лице Lil Shine, когда тот выпустил клип Relax/Stop. Марио зашло творчество мальчика, поэтому они посотрудничали, сделав совместную композицию Tell Nobody, после чего Домт потянул юношу в объединение, а позже коллектив начал разрастаться. В произвольном порядке среди новых бойцов были Marjorie Sinclair, Lazy God, Lil Kawai и другие. В том же году за менеджмент коллектива берется Marcy Main, который помимо этого продюсировал треки участников RCB. Lil Shine является одним из ярких участников объединения, даже несмотря на то, что с членами коллектива у него всего 4 песни. Мальчик родился 18 февраля 2005 года в Миннеаполисе, штат Миннесота. И на момент вступления в RCB ему было всего 14 лет. В 2016 году, тогда ему было 11, юноша начал свой творческий путь, записывая музыку в гараж-бенде на микрофон Guitar Hero за $3 и собственноручно сводил свои песни на старом макбуке. К сожалению, самые ранние работы Шайна были утеряны, за исключением сингла Drop the Top, который был выпущен 18 сентября 2018 года. До Reptilian Club Boys Джаспер Джонсон, так зовут Шайна, был не особо примечательным парнем. Его творчество ограничивалось плаг-н-би звучанием, но после вступления в ранее упомянутый коллектив он стал обретать уникальность как артист. Интересный факт. Тег в песнях Шайна является обрезанной версией. Даже несмотря на расформирование коллектива, Шайн продолжил использовать эту часть тега в своей музыке. За время пребывания в коалиции Джаспер выпустил альбом Heavenly Ascension, состоящий из 9 треков. Два больших сингла Pharmacy Galore и Perfect, а также несколько работ с участниками Reptilian Club Boys.
какой-то момент фанаты RCB начали яростно оскорблять 15-летнего Шайна, в результате чего он ответил им агрессией, что вызвало еще большую ненависть со стороны сообщества. По сей день люди ищут повод, дабы посмеяться над маленьким Блеском, цепляясь к его внешности, употреблению наркотиков и обвиняя его в гомосексуализме. В 2021 году Джаспер Джонсон покинет объединение во время суматохи, о которой мы поговорим позже, а также из-за негатива со стороны фанатов Reptilian Club Boys. Lazy God, Майкл Кэмерон, рэпер из Южной Флориды, который также был одним из первых членов RCB. Он часто сотрудничал с Diamonds on My Dick, Hi-C и Carter God. Завоевал любовь фанатов благодаря следующим синглам. Если вы хотите более подробно ознакомиться с творчеством Lazy God времен Reptilian Club Boys, то на SoundCloud есть прекрасный микс из треков той эпохи, ссылку на который вы сможете найти в моем телеграме. На просторах интернета артист получил большую известность уже после распада коалиции, с такими работами как No Jit, G-Star Jeans и в частности релизу Hell. Фабиан Мартинес или Лил Кавай, еще один участник Reptilian Club Boys. Мужчина родился 27 июня 1996 года в штате Нью-Джерси. В юном возрасте ушел из родного дома, чтобы осуществить свою мечту стать музыкантом. И этот поступок скорее всего окупился, поскольку перед своей безвременной кончиной он получил известность. Кавай имел татуировки по всему телу, окрашивал свои волосы в разные цвета и был в близких отношениях с ребятами из Gov Boy Clique. Артист завоевал любовь фанатов с такими работами как I Love My Fans и Left on Read. К сожалению, 27 августа 2021 года Фабиан скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщила рэп-исполнительница и близкая подруга умершего Слейлани. Райана Хана, более известный как Marjorie W.C. Sinclair и Evanora Unlimited, появился на свет 2 февраля 2000 года в Окленде, штат Калифорния. Является марокканцем по отцовской линии и филиппинцем по материнской. Его родители хорошо разбирались в музыкальном мире и были диджеями. В возрасте 6 месяцев мальчик любил спать в собачьей подстилке, из-за чего получил прозвище House Pet, которая позже стала его первым продюсерским псевдонимом. Уже в 6 лет он начал писать биты в Ableton и делать ремиксы на детские песни. Юноша играл на гитаре и по неподтвержденной информации был способен воспроизвести все песни Ланы Дель Рей на фортепиано. Очевидно, что он шел по стопам родителей, но только 10 лет спустя Райан начал серьезно относиться к своей музыке. Парень сам говорил, что искусство — это единственное, что ему интересно. В школе он слушал разных рэп-исполнителей и делал обложки для Lil Tracy и Lil J, но ни один из них не использовал их. В какой-то момент наш подопечный ушел из школы и бросился в омут свободной жизни, взаимодействуя с разными музыкальными сообществами, меняя и совершенствуя свое звучание, что привело к созданию таких проектов как Marjorie W.C. Sinclair и Evanora Unlimited. Последний псевдоним имеет интересную историю. Однажды Райан собирался выступать в каком-то местном клубе, но ему не понравился постер с мероприятием, поэтому он зачеркнул название и написал Evanora Unlimited. Его девушка сказала, что это звучит как странная black metal группа, и парень подумал, что круто было бы так кличить себя. Что касаемо Marjorie W.C. Sinclair, то он был создан генератором случайных слов. Как говорит Райан, Marjorie — это все, чем не является Evanora. Этот проект изначально был локальной шуткой, родившейся в начале 2020 года, не имея никаких намерений, кроме как быть секретным псевдонимом, чтобы делиться неизданными произведениями. В 2017 году юноша входит в состав Reptilian Club Boys в роли продюсера под псевдонимом House Pet, делая биты для Hi-C, Домда и Lazy God. К 2020 году Райан начинает активно читать рэп под псевдонимом Marjorie W.C. Sinclair. Этот проект также попал под эгиду RCB. У парня получилось раскрыть свой творческий потенциал благодаря провокационным клипам и нетипичным Детройт трекам с сэмплами старых песен.
sticky and disgusting, but I love it, keep it coming. While you front, you could make a million chips if you keep loving. Baby, explosive like a pack of punch 1911. Water on me, baby, liquid shit, typhoon stepper. Baby, show me a little love it, and I'll show you something back. She's an artist and seductress, full-time hustler, baby, bad. She's just jumping like everyone else and never looking back. Но в конечном итоге он покинул объединение из-за репутационных потерь коллектива и недружественных отношений с Diamonds on My Dick. В последнее время он делает большие успехи. Связался с Yves Tumor и отправился с ним в тур, где познакомился с Eka 2K, с которым недавно записал песню для лейбла Year 301. Помимо этого, в прошлом году ему удалось поработать со звездами лоу-файной поп-музыки Коко и Claire для их альбома Sexy. Забавный факт, у Орайна есть трек на русском языке, правда на нем он выступает в роли продюсера. За вокал отвечает исполнительница She Diamond, а в клипе снялась ныне покойная 73-летняя украинская модель, тусовщица и светская львица Елена Волк. Работа была сделана в Киеве. Однозначно стоит заценить альбом Marjorie W.C. Sinclair с одноименным названием. Если же вы готовы к экспериментальной музыке, то к вашему вниманию релиз Lustful Expanse от Evanora Unlimited. В Reptilian Club Boys входило еще множество участников, но о них либо нечего рассказать, либо же они были темными лошадками. Прототип логотипа объединения был взят из рисунка в манге «Школа страшных историй», том 1, глава 4, «Странствующая змея». Вернемся к дискографии RCB. 11 июня 2019 года Хайси выпустит релиз High the Lone Star, который фанаты признают его лучшей работой по сей день. Ровно через 2 месяца будет опубликован микстейп Reptilian Club Boys Bizarre Adventure. Примечательно, что это первый официально выпущенный проект коллектива под их собственным именем. Ранее пластинки публиковались на SoundCloud страницах участников коалиции. Релиз также кажется более подходящим дебютом, чем Bloodthirsty. Bizarre Adventure довольно короткий микстейп, всего 8 треков общим таймингом в 20 минут. Это безусловно изысканная, разнообразная и харизматичная работа, которая становится для группы большим шагом вперед, помогает расширить аудиторию. В творческом плане звук переворачивает формулу трэпа с ног на голову, чего парни не делали раньше. 7 февраля 2020 года Хайси выпустил сольный EP Pretty Demon Rockstars, который, по-видимому, был вдохновлен творчеством Chief Keef. Через пару лет с момента выхода трек Bye Bye завирусится в TikTok и станет одной из самых громких работ Кристиана. Не стоит также забывать про пластинку Dusk Till Dawn от Cartier God, которая определенно выделяется в его дискографии по нескольким причинам. Во-первых, песни демонстрируют универсальность Картьера как артиста, известного своим уникальным сочетанием трэпа, поп-музыки и R&B. Он плавно переходит от мелодичных зацепок к мощным рэп-куплетам, подчеркивая свою способность создавать динамичную и разнообразную музыку. Во-вторых, это отличный способ познакомиться с его творчеством и понять, что Марио из себя представляет. Вот мы и подошли к заключительному и самому популярному релизу в дискографии Reptilian Club Boys — Rock Out Gang, вышедший 15 марта 2020 года. Очевидно, что авторы вложили всю свою душу в работу и сделали, пожалуй, самый качественный и длинный материал за всю историю коллектива. Артисты отошли от чересчур экспериментального звучания, из-за чего их творчество становится более понятным обычным слушателям.
В том же году Diamonds on My Dick будет обвинен в мошенничестве, жестокости по отношению к фанатам и педофилии, что приведет к очернению лица RCB. Гвоздем в крышку гроба стало заявление Хайси от 23 марта 2021 года о том, что он больше не является участником объединения, дабы сосредоточиться на сольном творчестве. Очевидно, что причина заключалась далеко не в этом, а в ссоре с Diamonds on My Dick, который сильно перешел грань дозволенного, после чего дружба парней безвозвратно испортилась. Кристиан удалил почти все совместные песни с Домдом, дабы стереть свою связь с ним. Если цельно взглянуть на Reptilian Club, то сложится впечатление, что за все годы существования это был просто дуэт Хайси и Домда, в котором остальные участники выступали актерами второго плана, поэтому несложно догадаться, что было дальше. В быстром порядке Марджери и продюсер Стани прокомментируют происходящую ситуацию в коллективе и покинут его. Стоит сказать, что нет какой-то определенной даты, когда RCB прекратила свое существование. Скорее всего, это произошло ближе ко второй половине 2021 года. Все просто замолчали и перестали упоминать объединение. Думаю, что у многих возник вопрос, а как же сложилась дальнейшая судьба артистов? Хайси как ушел звездой по своим меркам, так и остается ей по сей день. В июле 2021 года он выпустил дебютный альбом, который является продолжением микстейпа No More Heroes Volume 1, вышедшего в июле 2020 года, и назван в память об одноименной видеоигре. Все песни именованы в честь героев игры и упорядочены по их рангам. Также Кристиан вместе с Drippin' So Pretty и Casper присоединился к коллективу One Boy Clique, основанному Lil Tracy. На стриминговых сервисах у Cartier God по-прежнему больше слушателей, чем у остальных, но это скорее заслуга фитов с Блейдом. Его крайние релизы собрали мизерное количество прослушиваний. Снова могу выделить только Archives Part 1, Cartier in the House и Menace to the Ocean. Diamonds on My Dick поменял свой псевдоним на Blood Rain и продолжил заниматься творчеством. С момента распада RCB он выпустил 3 части Blood Mary. Кстати, первую почти полностью спродюсировал русский битмейкер Playa Sin. Поговаривают, что сейчас Тайлер находится на социальном дне. У него нет образования, работы, он просиживает все время на диване, балуется, шутит и ищет способы добыть еду. На минуточку, ему уже 31 год. Лил Шайну удалось стать одним из самых крупнейших Plug&B артистов. Я подозреваю, у парня все только впереди. Коллектив Reptilian Club Boys имел огромный потенциал, которому, к сожалению, не суждено было раскрыться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также не забывайте про мой Instagram и Telegram. Там вы сможете заранее узнать о выходе ролика, а также пообщаться со мной. Это был Don't Sleep With Me. Люблю вас. Пока.